Приветствую вас на канале, меня зовут Александр, и сегодня я хочу показать вам куртку, которую я приобрел на AliExpress почти за $30. Через месяц получил посылку из Китая в Беларуси, и судя по толщине пакета и его небольшому весу, всего 659 грамм, куртка тонкая на теплую весенне-осеннюю погоду, ну возможно летнюю. Приобретал исключительно для похода в лес, на пикник. Оценили курточку в $10. Из трех представленных магазином цветов выбрал под названием Military. На свой отечественный размер 50, рост 1,78 м, взял курточку с китайским размером 2XL. А магазин предлагает от китайского М до 5XL. Да, размер 2XL, как и указано. И куртка, да, совсем тонкая. Чем-то мне напоминает ветровки, стройотрядовские штормовки, вот что-то типа такого. И вот сразу первое впечатление, как я развернул пакет, куртка очень качественная и аккуратная. Даже замочек здесь на груди, он такой обрезинен, влагозащищен. Так, молния пластиковая, бегунок металлический, такой вот набалдашничек есть, петля. Куртка под брендом Roachstock. Пошив аккуратный, строчки ровные, все великолепно. Какие-то оранжевые нити, вставки, литера здесь R. Подозреваю, что это подделка данного бренда, но удешевили тут, наверное, за счет ткани, потому что она такая синтетика синтетикой. Здесь такая вот есть петелька, возможно, где-то должен быть вход для гарнитуры. Во всяком случае, здесь ее нету. Из трех представленных в магазине выбрал именно эту расцветку, потому что здесь на карманах вот такие бархатки возле кнопок, и они под цвет куртки, они оранжевые, не выделяются. Терпеть не могу этот оранжевый цвет, цвет жилеток дорожных рабочих. На поясе есть шнурки для подтягивания с такими пластиковыми зажимами на пружинках. Обратная сторона. Да, куртка имеет капюшон, он такой вот с подкладкой перфорированной. Что-то типа бархата тоже. Капюшон отстегивается, здесь имеется пластиковая молния. И на капюшоне также есть возможность регулировки. Так, и с тыльной стороны мне тоже все здесь очень нравится. Все очень аккуратно пошито. На левом рукаве есть вот такая эмблема с автомобилем. Кстати, это вышивка, да. Сзади на поясе имеется выточка, как хлястик. Манжеты у нас на липучке. И можно их как бы поджимать. А, еще и резинка есть. Аналогичная здесь. Ну, ткань такая тонковатая. Ну, дождевиком не назовешь, потому что ткань, скорее всего, промокнет. Здесь тоже липучка в верхней части. Здесь уже молния такая грубая, как гусеница трактора. Также пластиковая. И что мы видим внутри? Кстати, карманы. Карманы здесь только вот этот на груди. Да, и два боковых кармана на кнопках. Не выходная куртка, именно такая рабочая куртка. Такая же подкладка, как на капюшоне, и внутри перфорированная. А вот с внешней стороны здесь ткань, она такая блестящая, очень тоже тонкая. И типа бумаги, такая вот шелестящая. Здесь вот такие клапана на груди, но они есть и все присутствует. Никакой перфорации под ними нету, чтобы дышало тело. Вот здесь есть внутренний карман с левой стороны. Ну, ладонь почти скрывается. Также на молнии. С правой стороны кармана нету. Ну, все как Китай делает, только один внутренний карман. Внизу тоже кармана нету. О, нашел одну ниточку. А, пушок. Так, 2XL, европейский, американский стиль для занятий спортом на открытом воздухе. Так, удалось мне перевести здесь, значит, состав ткани с китайского. Лицевая ткань, композитная поверхность 100% парча, основная ткань 100% полиэфирное волокно. Ну, в общем-то, синтетика. В принципе, это же спортивная одежда, она должна быть синтетической, другие ткани не применяются. Да, и с обратной стороны правила ухода. Ткань водоотталкивающая, капли разбегаются по ней, возможно, имеется какая-то пропитка, но со временем потихонечку она промокает. Так, сейчас замерю размеры и перейду к примерке. Так, высота куртки выходит 75 сантиметров от плеча. Ширина в плечах 51 сантиметр. Под мышками 59 сантиметров, снизу аналогично 59 сантиметров. Вот здесь 59, соответственно, в плечах чуть не меньше 50 выходит, там 51. Да, ну здесь как бы так чисто шов немножко зауживает плечи. Длина рукава 66 сантиметров от плеча до манжета. Но в принципе на отечественной 50 как раз. Куртка оказалась мне размер в размер, хорошо сидит. Единственный момент, что внешняя ткань не продуваемая. Это ветрозащитная куртка, поэтому даже на майку в помещении я в ней запарился. Много не поносите так, а на улице будет в самый раз. Ну, конечно, куртку рекомендую, да, на такие вот, как я сказал, на пикник, в лес выехать, где-то в поле выйти.
Ну, возможно, в лесу будет тоже душновато и немножко жарко. Ну, можно расстегнуться. Ссылка на куртку будет в описании. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео и до встречи на канале. Пока!